Сейчас подношение Вайшнав-Скакура Прабhu и Матаджи Нетрананды. Дорогой Шрила Гурудев, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны при ваших лотосных стоп. Вся слава Шрилу Праде, вся слава вашей божественной милости. Вот, дорогой мой духовный учитель, ваша жизнь – это совершенный пример служения лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Вы принесли на алтарь служения свою речь, ум, тело, всю свою жизнь. Вы являетесь чистым проводником непостижимого могущества Шрилы Прабхупады. Своей проповедью вы будете падшие души от многовекового сна. В Бхагавад-гите говорится, что из многих тысяч людей, пытающих достичь совершенства жизни, лишь немногие действительно обретают его и в результате осознают свое «я». А из тысяч таких осознавших себя личностей, быть может, только одному удается постичь Кришну. Но как можно служить Кришне, не зная его? Таким образом, преданное служение Кришне дается человеку не так уж легко. Но, к счастью, тому, кто следует по стопам Господа Чайтаньи, то есть идет по указанному им пути и просто повторяет мантру Хари Кришна, совсем не трудно постичь суть преданного служения. Поэтому, дорогой Шрила Гурудев, молю вас дать мне возможность укрыться под сенью ваших лотосных стоп и стать вашим слугой и последователем. Ибо только так можно постичь суть преданного служения. Путешествуя по всему миру, из города в город, из деревни в деревню, вы распространяете движение Санкиртаны Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, столь необходимое страждущему человечеству. Когда обусловленные живые существа встречаются со святым именем и книгами Шрилы Прабхупады, их сердца плавятся от духовного экстаза. Так люди получают семена Кришна-бхакти, и их жизнь полностью меняется. Встреча с духовным учителем и служение ему, как истинному представителю Бога, единственная надежда, единственный шанс для обусловленного живого существа. Как сказано в священных писаниях, слава Кришны и его чистого преданного безгранична, и своим присутствием такие преданные способны превратить даже нечистое место в место паломничества. Точно так же, как тьма уходит прочь с первыми лучами солнца, так и майя полностью исчезает в вашем присутствии. И поэтому мы всегда так стремимся к общению с вами. О духовном учителе сказано: «Мухам карути вачалам тангум ванхаятиля гирим, яд крипутам ахам ванде, шри гурум динатаринам». По милости чистого преданного, немой говорит чудесными стихами, слепой видит звезды в небе, и хромой переходит через горы. По вашей милости, Шрила Гурудев, ваши ученики вдохновленно распространяют славу святого имени среди людей, поглощенных всеми видами греховной деятельности. Даже такие люди принимают сознание Кришны, сталкиваясь с великим энтузиазмом преданных. Это чудо, которое принес этому миру Шрила Прабхупада, и которое
продолжаете вы, Шрила Гурудев. Вся слава вам, Шрила Гурудев, вся слава Шриле Прабхупаде, пославшего нам такого духовного учителя. Дорогой Шрила Гурудев, пожалуйста, примите мои поздравления ко дню вашей Вьясапуджи. Позвольте мне служить вам, следовать вашим наставлениям и всегда находиться у ваших лотосных стоп. Дорогой Шрила Гурудев, мы с супругой подготовили вам подношение песню. Примите, пожалуйста, с нашими нижайшими смиренными поклонами и позвольте всегда служить вам с любовью и преданностью. Ваши вечные слуги Вайшнава Тхакурдас Нетананда Девидаси. Вы по миру немало ездили, людям знания о Кришне даря, забывая порой об отдыхе, отдавая всего себя. И всегда вами гордился, вновь и вновь повторяя слова. Дорогой наш духовный учитель, с вами вместе мы будем всегда. Дорогой наш духовный учитель, с вами вместе мы будем всегда. Любим мы ваши сладкие киртаны, нас они вдохновляют служить. Фестивали ваши парикрамы, нас всегда будем в сердце хранить. В городах недалеких станицах, пусть о вас не умолкнет молва. Дорогой наш духовный учитель, вами мы навсегда. Дорогой наш духовный учитель, вам верны будем мы навсегда. Помним мы то суровое время, когда враг не давал вам пропеть. Имя Кришны святое, заветное, не хотел у вас веру отнять. Но врагам никогда не добиться, чтобы Кришну смогли вы забыть. Дорогой наш духовный учитель, мы хотим Кришну также любить. Дорогой наш духовный учитель, мы хотим Кришну также любить. Желаем здоровья крепкого, Радхаятры по миру вести. Хари Кришна всегда воспевая, мы готовы за вами идти. И смиренно склоняясь перед вами, умоляем вас лишь об одном: оставайтесь подольше с нами, ну а мы вас не подведем. Оставайтесь подольше с нами, ну а мы
Хари Кришна. Хари Кришна, поскольку сейчас у нас время подношений уже выходит, у нас осталось время для зачтения всего 3 подношений. Сейчас выступит Матаджи Кандалика Гопи, потом Ширади Раса, пожалуйста, и потом Гадхарика Сундари. Хари Кришна. Дорогой Шрила Гурудева, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. По беспричинной милости Кришны мы можем снова видеть вас. Прошел еще 1 год. Год назад вы дали мне посвящение. Приняли семью Шрилы Прабхупады. Благодарю вас за это. После инициации моя жизнь кардинально изменилась. И я понимаю, что только сейчас началась моя духовная жизнь. Я стала более осознанной в духовной жизни и начала применять разум. Наконец-то захотела стать взрослой и взять ответственность на себя за свою жизнь и за то, что со мной происходит. Перестала ждать чего-то, а идти и делать, быть в движении в сознании Кришны. Спасибо, что занимаете меня в служении на алтаре Шри Шанидай Гуручандры в нашем центре. Мне очень нравится служить божествам. Вы дали мне очень важное наставление, что самое главное наше божество — это святое имя. И только сейчас, год спустя, я начинаю понимать, что вы имели в виду. Мне посчастливилось побывать на ретрите Святого Имени, где преданные вложили в мое сердце значимость Святого Имени и веру в Святое Имя. И когда соприкасаешься с личностью Святого Имени, приходит понимание, насколько мы удачливы души. У нас уже есть богатство всех 3 миров — это Святое Имя. Гуру Махарадж, спасибо за вашу милость, что постоянно проливаете на меня, за вашу заботу и поддержку, с которой вы ведете меня по пути домой, назад к Богу. За ваше безграничное сострадание к живым существам, за ваше самоотверженное служение лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Ваша слуга Кандалика Гопи Даси. Матаджи Ширади Раса. Хари. Sure, good, I'll speak English, okay? Yeah, sorry. The translator is here. Я буду на английском говорить, мне так легче, когда к Гурудеву обращаюсь. First of all, I want to offer my Shashtanga Dandavan Pushpanjali, my heart as flowers, thousands of times, to the lotus feet of my holy master, of my dear spiritual mother, dear Srila Indradhyumna Swami, my Gurudev. Secondly, I want to offer my most humble obeisances to his dear spiritual master, to Srila Prabhupada, and in his face, into all my Guru Parampara. And at last, I want to offer my most humble obeisances to the all gathered Vaishnavas and Vaishnavi. И вначале я хотела бы принести мои смиренные поклоны и мое сердце к стопам моего духовного учителя. Также я хотела бы принести мои поклоны его духовному учителю Шриле Прабхупаде и всей Гуру Парампаре. Также я хотела бы принести мои смиренные поклоны всем собравшимся здесь вайшнавам. During the last week, I was every day, every second thinking, what am I gonna say at this day of this auspicious day of Vьясапуджа? And I was going through tons of different, shlokas and literature, and was listening to lectures, and I couldn't pick one because all of them are about you. И на протяжении 2 недель до вашего Вьясапуджи я каждый день размышляла о том, что же я должна сказать в этот день. Я перечитывала множество духовных книг, а также прослушивала лекции, выбирая какие-то шлоки, которые описывают вас. Но невозможно было выбрать что-то одно, потому что все это было про вас. And I probably want to say just 4 words from which we started today. Samsara Davana Lalidhalokam. We started today the day with this, this song. И мы начали сегодняшний день, воспевая на баджан Самсара Давана Лилалока. Я хочу об этом немного сказать. What is samsara? Like samsara is, like a blazing fire of material existence for all of us, and we are
just being in the fire, being completely unconscious, and even don't realize that we are suffering. И что такое самсара? Самсара — это бесконечный огонь материального существования, в котором мы находимся в бессознательном состоянии, не понимая ничего. And the poetry of this shloka is so nice because Guru is described as Ganaganatam, like a dense cloud in the sky. И гуру в этом баджане описывается как то облако, которое защищает. When you're in the forest fire, there is nothing to hope for. Когда горит лес, то у вас уже нет никакой надежды. Just if the nature will help, Только если вы спасетесь по милости природы, if Krishna will help, если только Кришна вам поможет, and if this, dense cloud will appear in the sky. и если только на небосклоне вдруг появится облако. And also, Guru described as, not just the dense cloud, but he's praptasya, means the one who obtained this, the mercy, the blessing of his spiritual master. И гуру описывается также как тот, кто получил благословление своего духовного учителя, праптасия. And the other word that is used in this shloka is Gurnavasya, meaning the ocean of spirit, like spiritual ocean, because Aruna means ocean, Arnava means ocean, and Guna spiritual ocean. И также он описывается как духовный океан. So, but there is one word in this shloka which for me is the most important. И существует одно слово из этой шлоки, которое для меня является самым главным описанием. And the most descriptive, describes you the best way. Которое описывает вас, духовный учитель, наилучшим образом. It's karunya, Это карунья, meaning your uncauseless mercy. ваша беспричинная милость. Like, if we think about when Srila Prabhupada went to the West, like, who invited him? No one invited him. Like, who was preparing anything for him? He had 40 rupees in his pocket. Yeah. И если мы задумаемся о тех временах, когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, кто позвал его, кто организовывал все для него? Он приехал в Америку, и в кармане у него было всего 40 рупий. And no one was waiting him. И никто не ждал его там. No one was like having a disciples meeting and deciding who is doing which service, who is making garlands, who is making, I don't know, sweet balls, who is decorating the asana, etc. There was no one. И перед приездом Прабхупады в Америку не было собрания учеников там, никто не ждал его, никто не готовил гирлянды, не разделял служение, не распределял служение, не думал, кто сделает сладкие шарики или кто организовывает саму доставку. He was an old man. Он был пожилым мужчиной. Why he went? Почему же он отправился? He was living in the best place in the universe. Он проживал в самом наилучшем месте во всей Вселенной. It was his karunya. Это His была causeless его mercy милость. for all of us. Его карунья, то есть беспричинная милость нам всем. And that's what I constantly, every day, see in you, Srila Gurudev. И это то, что я каждый день вижу в вас, Шрила Гурудев. I have to tell, because today during few offerings before there was this word Mongolia. И я должна рассказать, потому что в предыдущих подношениях мы часто слышали это слово «Монголия». And I happened to be there with you in Mongolia. И мне посчастливилось быть там с вами, в Монголии. Why we went there? My God. Почему мы туда поехали, о Боже? We were trying to somehow tell Srila Gurudev that maybe let's choose some other place on the map, and there are places where so many devotees are waiting you every day. И мы старались отговорить Шрилу Гурудева и предлагали разные варианты. Давайте выберем еще какую-то страну, где у вас есть последователи, ученики, которые очень ждут вас. And he was very determined. Но он был очень решителен. He said, if I will not go, they would never know about holy name. Он говорил, что если я туда не отправлюсь, они никогда не узнают про святое имя. And we surrendered. We said, okay, we go to Mongolia. Where is that? И мы предались и подумали, ну все, хорошо, отправляемся за вами в Монголию. And when we came, I realized what he meant. No one means no one ever will go there. And they would really never know about holy names, if not Srila Gurudev. И когда я приехала туда, я поняла, что на самом деле никто бы никогда не поехал туда, и они никогда бы не услышали святое имя.
We were traveling, like we were spending in the cars all our life, like spending hours and hours and hours in those small cars. And we were going to the villages where there were several yurts and like nothing else. And we were stopping there and just started to sing and started to preach. И было ощущение, что мы жили в машине, потому что в машинах мы проводили много часов, и мы путешествовали, приезжали в маленькие деревни, которые состояли из всего несколько юрт. И выходя из машины, мы просто начинали петь. And I don't have this in me, like this preaching mood, and was at first was very difficult for me just to start singing at the square where there is no one. И во мне еще не пробуждено желание проповеди, и поэтому для меня было очень тяжело выходить из машины и начинать петь прямо там на площадях. But Shila was next to me, and he was so excited. He was just telling, it's the first Harinam in this city, first time ever in the world they would hear holy names now. Но Шрила Гурудев, он был настолько вдохновлен, и он был рядом со мной, он говорил, вот сейчас, прямо сейчас, впервые они услышат святое имя. And we were singing. И мы все пели. I want to say that we were so tired there, I cannot describe. We were just hours and hours in those cars and never stopping and never sleeping. And after a week of such, or 2 weeks, I stopped counting the days of this travel. We came back to our base camp where there was water to take a shower and where we were supposed to have a day off next day. And we came at 2 at night, about 2 o'clock at night. И это была очень тяжелая поездка, очень много передвижений, мы постоянно куда-то ехали, было мало сна, много сложностей. И где-то после 2 недель таких передвижений мы наконец-то вернулись в то место, которое называлось нашей базой, чтобы мы могли отдохнуть, принять душ. И мы вернулись назад около 2 ночи, и было объявлено, что на следующий день у нас будет долгожданный, желанный выходной. So we came with the girls and we said, okay, finally tomorrow morning we sleep. Мы приехали с девочками и думали, что ну наконец-то завтра мы будем просто спать. We came about 2 in the morning. About 4 in the morning someone knocks in our door. We had apartments. Gurudev and the boys were living upstairs. Our apartment was downstairs, but И мы вернулись домой где-то около 2 ночи. И где-то в 4 утра в нашу квартиру постучались. Дело в том, что прабху из нашей группы, они жили в соседней квартире, которая находилась чуть выше. It was Ananta Vrindavan. И в дверь стучался Ананта Вриндаван. And he says like, urgently, quick now, go to Gurudev. И он сказал, срочно, срочно идите к Гурудеву. I was just like, first of all, I felt asleep in clothes when came, so I didn't take shower in the morning. I just was like totally, like, I don't know, crashed. И так как у меня не было сил вечером принять омовение, я спала в той же одежде, в которой и вернулась. Поэтому я чувствовала себя неловко, что я утром в таком состоянии. I need to wash my face. He said, now. И я пыталась объяснить, сказать, что мне необходимо как-то привести себя в порядок, но Ананта был безжалостен, сказал, сейчас. I just took some chadar which was on the corridor, put it on myself and went. И я замоталась в чадр, который был под рукой, и пришла. And what I see, like, Shila Gurudev fully dressed with danda, like, I don't know, as if he never was sleeping. He's fully dressed in iron clothes, like, fully ready with danda standing at the door. И что я увидела передо мной был образ Шрила Гурудева, который выглядел так, как будто он вообще не отдыхал, как будто он не спал, на нем был чистый новый комплект, в руках у него была данда, и он был уже готов действовать. And he's saying, are we going to Harinam? И он говорит, пойдем на Харинаму? Everyone was sleeping, even Badahari Prabhu was sleeping, Sagaram Maharaj was sleeping, like everyone is sleeping, and I'm standing there. He waked up Ananta, he was the closest probably, said like, we go to Harinam. And since I was kind of an organizer in a group, so he called me like, are we going to Harinam? И спали в тот момент все, и Бадахари Прабhu, и Сагара Махарадж. И так как Ананта Вриндаван, по всей видимости, был ближе всех к Гурудеву, он его разбудил и послал ко мне, потому что на тот момент я являлась организатором этой поездки, поэтому Гурудев решил у меня уточнить, когда уже Харинама. And
I'm saying, Srila Gurudev, but we have a day off, and I'm trying to stand a bit further because I even didn't brush my teeth. И я пытаюсь сказать ему, Шрила Гурудев, но у нас вообще в плане сегодня отдых. И я стараюсь так подальше отойти, потому что зубы еще не чистила. But he said, rest? What are you talking about? We are here to preach. Like, and he started to go like this, like being nervous and saying, we go to Harinam now. Where is our translator? И Гурудев возмущенно говорит, отдых? Что значит отдых? Мы что, сюда отдыхать приехали? Мы проповедовать приехали. Где наш переводчик? Едем на Харинаму. And I'm saying, the translator is crashed. She's sleeping. И я говорю, что переводчица, она в нокауте. Она спит. So go and wake her up. We go to Harinam now. Иди, буди ее, мы идем на Харинаму. And I came back to the girls, they were like sleeping. I said, girls, we go to Harinam. They thought it was a bad morning joke. Я возвращаюсь к девочкам, они все спят, и я им говорю, девочки, мы на Харинаму сейчас идем. Они подумали, что это такая плохая утренняя шутка. But actually, we were saved only by the mercy of our Mongolian translator, whom we could not wake up till 3 p.m. И нас всех спасла, на самом деле, наша монгольская переводчица, которую мы не смогли разбудить до 3 вечера. We did all efforts, all of us, knowing that if Gurudev is angry, even Krishna will not help you. А у нас у всех есть опыт, что если зол Шрила Гурудев, то даже Кришна вас не спасет. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы ее разбудить. But it didn't help. She didn't know that she's not his disciple yet, and so we could not wake her up. Так как она не была еще его ученицей, ей был неведом этот аспект. Поэтому мы не смогли ее добудиться. And Srila Gurudev was kind of angry. He would say, "Oh my God, and this is my army. This is with whom I have to preach." И Шрила Гурудев, он был очень зол. Он говорил, вот, посмотрите, вот это моя армия, и с этими я проповедую. The army was injured, seriously injured. Потому что вся армия на тот момент уже была повержена. So that was the only day off we had by the mercy of our Mongolian translator. Это был тот единственный замечательный выходной, который мы получили по милости нашей монгольской переводчицы. And as of next day, we started Harinams. И со следующего дня мы продолжили Харинамы. But what I see in his eyes and in everything he says every day, it's his mercy to give this holy name to those who would never ever would get it. И что я постоянно вижу в его взгляде, в его глазах, то, что это бесконечное его желание пролить милость святого имени на других. And he's changing even the very word samsara, even the material world itself for all of us. Так как он пытается изменить весь материальный мир для всех нас. Because for all of us, this material world is not anymore the place for suffering. It's our bhajana stali. It's the place to do bhajan, to come back to Godhead. Потому что благодаря ему это место материального мира, это уже не самсара, это наша баджана стали, это то место, где мы проводим наш баджан. And hopefully one day it will become our lila stali. И надеюсь, что однажды это место превратится в лила стали. When we will all by His mercy and only by His mercy, will join Radha and Krishna pastimes in material world. Что когда-нибудь мы только по Его милости присоединимся к вечным лилам Рада Кришны в духовном мире. And there is another thing I want to sincerely thank Srila Gurudev. И есть еще тот аспект, за который я хочу искренне поблагодарить Шрилу Гурудева. This is for all of my friends, for my group, for all of them who are your disciples. Это за всех моих друзей, которые есть у меня, и за всех ваших учеников. Because I cannot imagine that they would leave me in material world, and I heard that people are leaving to spiritual world in groups. And this is why, because I have this group with me, I have a hope that they will never leave me behind.
И я слышала, что в духовный мир уходят группами. И я чувствую, что я встретила ту самую группу, и я хотела бы, никогда не могу даже подумать о том, что они бросят меня, и я останусь одна. Thank you, Srila Gurudev. Харе Кришна. В этот день я хотела выразить свою большую благодарность, что вы так занимаете меня в преданном служении. И все, что я умею, все, что я могу, я хочу предложить вам. И вы дали смысл не только моему настоящему и смысл тому, как жить дальше, но также вы придали смысл тому, что я делала последние 20 лет. Последние 20 лет я играю на скрипке, это было очень аскетично, и много раз я собиралась это оставить. И сейчас я понимаю, что это все было не зря. И для меня большая радость, что я хоть чем-то могу быть полезна вам. Спасибо. И сегодня я хотела предложить музыкальное предложение. Для вас. Спасибо. Харе Кришна.